Снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас продолжается 27 февраля и очередная сводка с фронтов украинской войны. Традиционно начинаем с юга. Итак, по Николаю и Херсону пока новой информации нет. Кстати, в Николаево была очень похожая ситуация, как и в Сумах. Провокации при помощи мин, в которой обвинили российскую сторону. Мол, российская сторона ударила по городу из градов. На запорожском направлении пока никаких новых сообщений не было. На самом деле это нормально, с учетом того, что в первую очередь я стараюсь давать подтвержденную, не на слухах, а на практике, на каких-то видеоотчетах, информацию. То есть пока никаких видеоотчетов по поводу продвижения российских колонн не было. То есть они прошли через Новониколаевку и пошли в сторону Васильковки. Что касается движущейся ей навстречу группировки российских войск со стороны Чугуева, после Лозовой также не было никаких новостей. Будем считать, что пока она на этих рубежах, хотя вполне может быть она и ушла вперед. Но появилась информация о том, что российские войска начали подходить к Изюму. Очень важный центр коммуникаций, причем самое важное, что таким образом прикрывается фланг атакующий, идущий на Павлоград колонне. Потому что по моим расчетам российские две группировки должны встретиться примерно в районе Павлограда. И таким образом они не только окружат группировку на территории Донецкой, Луганской, частично Днепропетровской областях, общей численностью примерно 10-12 бригад ВСУ, но и выйдут в непосредственную близость к Днепропетровску, до которого им оттуда останется всего ничего, 30-40 километров. Под Мариуполем ополчение готовится к новому штурму. Ну а Волноваху, по словам мэра самой же Волновахи, тоже окружили бойцы народной милиции ДНР. Очень жестко прессует гарнизон. И я так понимаю, может быть еще в последнем сегодняшнем выпуске я сообщу вам новость о взятии Волновахи. По Харькову ситуация примерно такая же, как и на обед. Российские войска взяли примерно около четверти, может чуть больше четверти города. Преимущественно северное и северо-восточное направление. Бои идут в центре, но дальше они пока продвинуться не могут. И в первую очередь потому, что у них есть четкая команда не применять артиллерию в плотной жилой застройке, что естественно сковывает их движение. Ну и также очень важные пришли новости из Северного Киевского фронта, где, как вы помните, утром российские войска прорвали фронт ВСУ где-то в районе Бучи. В этот прорыв сразу устремилась российская техника, и она уже где-то к часу-двум часам дня перерезала трассу Киев-Житомир. И уже дальше по этой трассе пошла по направлению к Киеву. Ну и на сейчас линия фронта на этом направлении где-то соответствует долине реки Ирпень. То есть постепенно киевская группировка стягивается внутрь города и отрезается от внешнего мира. А еще приходит из разных городов много разной информации по поводу того, что происходит их внутри. Приведу только один пример. В остальных городах постепенно ситуация, где выдали оружие всем, кому не лень, становится просто угрожающей. Дело в том, что в основном это все оружие взяли все, кому не лень. Местная гопота, гопники, малолетки. По Сумам вчера один упоротый, не самый последний местный националист, шел домой и увидел такую толпу. И он сказал: я испугался, что они могут меня застрелить. То есть шныряет по городу банды малолеток, нашпигованные оружие, никому не подчиненные. И в моем родном районе, где я жил, люди уже начинают соорганизовываться, нормально здоровые крепкие мужики, тоже вооруженные естественно автоматами, в отряды самообороны. Не против российских войск, просто в отряды самообороны, против всех. И в первую очередь мародеров, которые в городе становятся все больше и больше. При этом в городе перестала абсолютно действовать полиция, потому что в такой ситуации работать вообще не получается. То есть преступления по большей части не фиксируются, и постепенно в городе начинается анархия. И то же самое постепенно начинает наблюдаться во всех городах, где бесконтрольно выдавали оружие. Например, в Киеве человека тероборона просто взяла и застрелила. Вначале остановила его машину, вытащила из машины, избивать начала, он поднялся, побежал и его пристрелили. Не разбираясь, кто он и почему. Потом, конечно, объявили, что он был диверсант. И так повсеместно. И все это происходит на фоне новых переговоров, первых переговоров, на которые согласилась украинская сторона. Потому что наконец-то Зеленский согласился провести переговоры с Москвой. Правда, я так понимаю, он очень рассчитывает на то, что на время переговоров Российская Федерация прекратит наступательные действия. Но пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже сказал, что вне зависимости от того, будут переговоры, не будут, российская армия теперь останавливаться не будет. Мы один раз давали вам возможность вести переговоры и остановили свое продвижение, теперь этого не будет. Потому что, очевидно, Киев попытается использовать переговоры для затяжки времени, чтобы значительная часть войск из уже полуобразовавшегося Донецкого мешка вырвалась на свободу и таким образом могла быть использована для продолжения войны.
Ну и понятно, что российское командование, прекрасно это понимая, что никакой приостановки боевых действий на время ведения переговоров не будет. И мне почему-то кажется, что эти переговоры закончатся ничем. Потому что Зеленскому, как и раньше, будет предъявлен ультиматум. А на ультиматум ему, судя по всему, запрещают соглашаться его западные кураторы. Им очень важно, чтобы страна умылась кровью. Если мы посмотрим внимательно на то, что делают сегодня киевские власти, взрывая элементы инфраструктуры, раздавая бесконтрольное оружие, уже очевидно приходишь к мнению, что они уже для себя проект Украина похоронили. И единственная задача ныне действующей команды утилизация, по-другому я не могу уже называть Зеленского, вот его главная задача состоит в том, чтобы на будущее новому правительству Украины создать как можно большее количество проблем, чем на сегодняшний момент режим Зеленского и занимается. Причем, должен сказать, занимается довольно успешно. Вот это то, что я могу сказать в данном выпуске. И сегодня последний мой выпуск выйдет, наверное, ближе к полуночи, где я постараюсь подвести итоги сегодняшнего дня. Все, на этом пока все, запятая, и ждите следующего выпуска.